Друзья, всем огромнейший привет. Сегодня у нас 3 июня. Выезжаем из Полагая. Полагая нас провожает слезами горькими. Плачет. Вот. Вчера в баню сходили. В общем, с чистой жопкой, как говорится, в путь. Пока маршрут не могу показать, связи нет. Тут проблемы со связью что-то. И доедем сейчас, как связь появится. Покажу, какой маршрут я проложил. Все, поехали. Сейчас сначала на Киев. Так, ливень прошел. Сейчас мы проедем скоро плохую дорогу. Связь еще не появилась. Ближе к Глазову появится. Насчет заезжать в города, не заезжать, мы еще думаем. Может, и столько чисто проездом, потому что нам бы хотелось быстрее к морю. Ай, нога чешется. Вот. Ну, а в плане, полагаю, меня деревня удивила тем, что, блин, там вся молодежь, все мелкие здороваются с тобой. Так необычно, так непривычно. Ну, вот так их приучили, видимо. Такие вежливые все. Потом вчера меня удивило, когда ходил гулять. Куча техники. Сельхозтехники, комбайны, трактора. Потом уже папа Ралина мне рассказал, что они силос там заготавливали, там специально силосные комбайны. То есть у них ферма там одним молоком занимается на, ну, как он говорит, вроде как молоком выгоднее заниматься, чем мясом. Поэтому они молоком занимаются. Но раньше вроде говорили, молоком не выгодно. Он говорит, да, цена маленькая, потому что топливо в цене растет постоянно. Но это все равно выгоднее, говорит, чем мясом торговать, говорит, сейчас. Прикиньте, вот такая фигня. Оп. Дорога ужасная, короче, от Полагая до Глаза, очень ужасная. Видишь, табличка Киров. Все, мы прямо, короче, Глазов направо, Ижевск, мы налево уходим на Киров. Ну, как говорится, с богом дорог. Надеюсь, дороги там нормальные будут, посмотрим. Приезжаем из Глазова, какие-то домики, как будто, знаете, спальный новый район. Ну, мы проездом через Глазов были, я пока тут видео свои скидывал в Яндекс.Диск. Там нечего было снимать, там заводики. Ну да, ну не новый это райончик, видно, что здания-то не свежие. Не первые свежести. Как есть, мне кажется, это птицефабрика. И типа это жители, вернее, работники тут живут, что ли? Да, это район называется птицефабрика. А, блин, район. Ты говоришь мне птицефабрика. Я и думаю, птицефабрика. Для меня-то это где птицы выращивают, режут. Корячка делают. Ну да, здесь есть, по-моему, если она еще действующая. Это что такое? Действующая. Мойка, автомойка. Это для нас новая неизвестная дорога, ребят, началась. По ней ни разу не ездили. Яр-Киров туда. Яр-Киров, ага. Погнали. Ну, блин, вот надеюсь, что дорога хорошая. Но вот по плохой дороге не хочется ехать. Ну да ладно, как будет. Да, это птицефабрика. Ну ладно. А это все еще Глазов, я так понимаю. Это Глазов. Глазов, ну, птицефабрика относится к Глазов тоже. Я так понимаю. Еще в Глазове водку делают. Но что-то, говорят, раньше хорошая была, а сейчас, говорит, не советуют. Почему-то. Кто знает, пишите. Сарапульскую лучше брать. А, Сарапульскую? Сарапол? Глазовскую, да, все. Понятно. Некачественная водочка. Некачественная, да. Но это не я утверждаю, слышали, да? Вдруг кто там проводит, это Ралина. Вы не подумайте, я не пью водку, просто... Вот человек, который не пьет водку, говорит, что ну там водка некачественная стала, да? Да. Но вообще я пью вино. Вот это, чтобы типа мне не предъявили потом. Так, повернули на какую-то улочку. Какая-то улочка Кировская. Что-то дорожка-то испортилась, к сожалению, испортилась. Сегодня, значит, мы проснулись. Ралина чайку погоняла. Я ничего не погонял, выпил водички, выпил таблеточки. А, нет, я бананит засел один. Все, едем. И при этом Ралинка, она сегодня что сказала? Она вчера там вина попила, вот, сдал. Пирожков поела. Много. Конфетки тоже, наверное. Конфетки не ела. А, ну ладно, умница. Но... И она такая сегодня говорит, наверное, сегодня... Давайте сегодня не будем кушать. Хочешь сказать, ты не говорила это? Я говорила, но Вот. я боюсь, что я не сдержусь и что-нибудь съем. А, да, что-нибудь. Что-нибудь, да. Что-нибудь у нас в машине есть лучок, есть картофанчик. Что еще? Гречка. Орешки. А, ну орешки есть, да. Ну орешки, ладно. Ну, грех не поесть маминых пирожков. Ну, я вчера, что греха-то, и тоже съел. И рыбник, и 2 пирожка. Это вкусно было. Это очень вкусно. Ну, объедаешься ими, капец. Вот. Че, похоже, мы из Глазова выезжаем. Да. Только я таблички не вижу. Прощание. Мы не здоровались с ним. Ну ладно, ребята, из Глазова всем привет, вдруг кто смотрит. И всем пока. Едем прямой наводкой на Киров.
Нижний Убыть. Всем привет. Стоит он на реке Убыть. Убыть все-таки, а мне так название Убыть. А оно значит убыть. Да? Ну, так-то говорят, сейчас какое-то, видимо, название. Пока дорожка не очень. Ну, кстати, вот в этом населенном пункте мы заехали, видимо, недавно сделали. Более-менее едем. Ой, птичка. Тут, кстати, очень много продвинутых птиц. Я заметил, в Удмуртии они прям современные. Они все тусуются возле дороги и ждут, когда мы собьем, ну, башинки собьют какую-нибудь мошку, насекомое, да. Когда это насекомое сбьем, оно падает туда, оно подлетает, бат, забирает. То есть вообще самой ничего делать не надо практически. Просто ждать тачку. Слушай, там асфальт такой хороший. Думаешь, хороший? Да. Сейчас проверим. Нижний Убыть мы проехали. Нам надо хорошего асфальта, нам надо. Ура! Чура. Ура, чура. Слушай, реально хорошенький асфальтик. Ну, да пускай будет хороший асфальт, я же не против. Населенный пункт Нижняя Кузьмина. Всем привет отсюда. Я заметил, между деревьями дороги вот как-то не очень. В деревню заезжаешь, дорога более-менее очень становится. Сянина налево. Ну, такой небольшой населенный пункт. Как? Ты правильно сказала, Нижняя Кузьма. Ага. Блин, утром хорошо ездить, трафика мало. Благодать. И вот смотри, как красиво. Весь забор в кустах такие. Интересно. Прям защита от дороги. Тут, кстати, рельефы тоже интересные. То горки, то это низинки, равнинки. И леса, леса, леса. Так, едем дальше, пока дорожка более-менее. Ну, какие горки на вержах. О, Аралина меня сдерживает. О, река Жаба. Классное название. Сдерживать меня начинает, говорит. Помните с первой серии? Я же, кстати, опубликовал лосяшку. Уже, да? Да. Она говорит, лосяшки могут выбегать. Типа, не гони. Такой, ну ладно. Лучше, говорит, мы на море через месяц приедем, но в лосяшку не попадем. Я такой говорю, хорошо, буду ехать 20 км в час. Ну что, все 20 километров-то? Шучу. Так, Карасева. Слушайте, тут населенных пунктов много по этой дороге, я так понимаю, будет вдоль прям. Но все красивенько, после дождичка все зелено, так знаете, где-то что-то цветут. Тут 40 ограничения, снижаем скорость. Деревья, растения там цветут. Красивишно, конечно. Это остановки местные. Мужчина в синей курточке. Но мы обычно благосостояние жителей там населенных пунктов оцениваем по крышам домов. Тут цветных крыш что-то мало, да? Как-то... Ну, Удмуртия вообще богатостью как-то не славится, хотя у них вроде нефти есть, маленько. Но поля везде как бы делаются. И вообще вот, ну, в жизни полагая, я там увидел, что в принципе там все практически там что там все, да? Как в мультике-то это Простоквашино. Там у них девочка-то была, царевна. Тама, лисичка, помнишь? Тама. Так издеваться буду над тобой. Тама. Будете. Я над тобой На. все там. Ну ладно. Не суть важно. В общем, все разную живность держат, у всех поля спаханы, то есть, ну, деревни прям ощущается. И говнишком-то попахивает везде, то есть, как бы, ну, навозиком, да, удобрением. То есть, прям нормальная тема. Как мы заехали-то вчера в Полагай? О, как пахнет, там всю жизнь так будет пахнуть. И чё? С тобой погуляли, и где уже ничего не чувствуется. Привыкли, так что чё, нормалек все. Мне эта дорога напоминает дорогу от Тюмени, по-моему, в сторону Екатеринбурга, Каменска-Уральска. Выехали в Ярский район. Такое название Яр. С чем у тебя она ассоциируется? И с чем? Понятно. Ну, могла бы что-нибудь такое придумать бы, профантазировать. Вон чат ЯБТ там, или как он там в Яндексе. Вот видела, как фантазирует? Как не видел, это вчера сказки она сочиняла. Вот тебе так же надо учиться. Ладно, едем, пока дорога хорошая. Ну, уже хорошая. Зякино, не знаю. Ну, я не вижу, чтобы она продолжалась там где-то.
Дякина, всем привет отсюда. Что у нас 60? Нет, 40 снижаем скорость. Ну тоже видишь, да, крыш-то нету как бы таких прям Какой-то заброшенный. свеженьких. Ну хотя вот домик есть хороший, большой. Видишь, тут воротца такие нормальные. Ну что-то пока единственный такой. Вот у них коттеджики намного проще, чем у нас в Да, Воронеже. не на широкую ногу. В Екатеринбурге прям вообще коттеджи как замки есть строят. Но Екатеринбург богаче, видимо, регион, Свердловская область. А, и все, что ли? Дякина так закончилось? Ну, нормально. Едем дальше. Думаю, как вы думаете, что это за кучки такие по бокам? Смотрите. И тут как бы, ну, не совсем прям горка. Ладно, в гору, типа для фур, но сейчас лето. Интересно так. Муравьишки голосуют, что ли? Да нет? Моисеева. Я издалека прочитал Моисеева сначала. Да, везде ограничение 40 здесь. Ну вот, смотри, цветная крыша. Я вот не знаю, Киров развитый, не развитый. Ну, в плане там благоустройства. Если там заводы, градообразующие предприятия хорошие, которые, ну, которым дают людям нормально зарабатывать. Или нет. Так-то просто, чем ближе к Кирову, по идее, большому городу, тем должно быть поинтереснее. Жизнь. Вот еще один памятник солдату. Пушки так и продолжаются, главное. Интересно. Кто-то пить захотел. Так что-то все на зиму попадается. Да, интересно, что за кучки. Дорога пока такая мягонькая, более-менее хорошенькая. В связи с чем тут 70 ограничений, но стоит камера, ребят. Интересно так. Ну ладно. Ни переходов пешеходных, ничего нету. Дизмино. Ну, вот так вот населенные пункты проездом мы снимаем, конечно. Почему бы и нет. Вдруг люди свой домик увидят, порадуются. Будет что обсудить. Я заметил, есть такие комментарии. Вы мой дом сняли. Ага, классно. Ну, круто. Ну, смотри, тут сколько труб газовых, да? Паутина такая. Что интересно так сделано. Ну вот, смотри, коттеджик уже такой большой. Здесь остановочки другие какие-то пошли. Я чуть не помню, в предыдущих деревнях газ был. Тоже не Полагаю, газ есть. Но там под землей проведен. Проложен, так сказать. Здесь наземный. Надземный. Газ есть, это хорошо. Народ уже вставать начинает. 5 утра. Какое желтенькое здание. Магазинчик, наверное. Поближечь полицейский. Хлеб-соль. Красивенько выглядит. А, вон еще, смотри, коттеджики есть. Ой, старый домик, смотри, бараки. Очень старенький, этот заброшенный. Там вроде живут. Живут? Да. На первом этаже цветы и что? Ничего себе. Серьезно, а вот там, смотри, тоже домики красивые. Есть. Да, сегодня такая погодка-то нас провожает дождиком. Ну там прямо-то рассвет вроде. Рассвет, говорю. Ясно? Ну, рассвет сзади у нас. Мы же на запад сейчас едем. Так, дорога испортилась.
Километраж не пишут, жалко, до Кирова сколько. Будем, Киров. Выехали, я не знаю, это дачи, наверное. Скорее всего, сады. Есть домики-то красивые, хорошие, ухоженные. Дорога улучшилась. Вышка связи стоит какая-то. Вот полагаю, интересно. Ой, так подожди, тут что-то куча вышек стоит. Полагаю, интересно, стоит вышка связи МТС, но у нее радиус действия какой-то вообще маленький. Буквально там 15 километров отъехали и все, не ловит. Куда-то въехали, а непонятно куда, таблички не было. Домики, смотри, какие шикарные, да, стоят? Ну, это ли... Как это? Бар-машур? Интересно. Ну, тут прям вот здравые домики, это видно. Денежки есть уже. От такого, конечно, глаз радуется. И дорога, видите, она как бы в трещинках, но она заделана вот специальной машиной, которая заливает этим асфальт. Вон тоже такой домик интересный. А, это детский садик. Яркий, красивый. Хлеб-соль. Желтенький. Прям внимание привлекает, бросается в глаза. Давай, дочек, заканчивай все. Да, большой населенный пункт, действительно. Мне так понравилось, полагаю, вчера наблюдал, трактор делали, это уралейные родственники. Ну и что-то сварить надо было, сварщика позвали. Сварщик там он сварил, трактор сделали, завели, все работает. Ну и все, а у них договоренность, видимо, была, то есть он помогает сварить трактор, и он потом едет ему поле пашет. Сварщик, вот такой бартер полезный. Ой, дорожка, какая-то дорожка. Попортилась. Так, 40, нырки. Ой-ой-ой, ну ладно. Маршрут только сейчас, табличка. А мы где были сейчас? Не знаю. Понятно, как-то, ну ладно. Мы-то по навигатору посмотрели. Продолжается. Может быть. Ну, странно, ладно. Так, заправок пока мы тут не встречали. Шаурму, кофе мы встречали. Пропан-газ 24,30. Стоимость. Ой, там красный горит, да, поезд? Да. Надеюсь, он Станет. недолго его ждать. Чепца? Чипса. Чепса? Чепса. Чипса. Крупненькая достаточно. Красивенькая. Ой, а у нее что-то два русла, что ли? Просто прудик. Киров 195. Илова 11. Нам налево. Мы на главной. Там что-то стоит, там машина. Бензовоз. Повернули. Что такое строение непонятно. А, ну заправка какая-то заброшенная. Дорога узкая, но я думаю, тут дорога будет с маленьким трафиком, это хорошо. Ура! Солнышко появилось. Сразу все так по настроению получше стало. Хотя и было, но хорошее. Знаю, что по новым дорогам мне неизведанным. Дорогу здесь тоже делают. Сейчас мы едем по какому-то новому участку дороги. Он такой ровненький. Классненький. Были только что поля, теперь леса снова симпатичные. А, ну вот новенькая и закончилась. Но в целом пока удовлетворительно. Хорошо даже, смотрите, водосток даже в асфальте тут есть. Ну, у дороги, вернее, не асфальт. Ограждение, то есть и так далее. С разметочкой пока только проблемы. Но, по крайней мере, по краю линия белая, хорошо. Ночью можно ехать. Не, нормально. Сосновка. Всем привет. А есть кто здесь? Нет. Ты что-то как-то, когда увидел здание, то уже понял. Вообще.
Все, что ли? Опять эта табличка-то свежая. Не, может еще есть вон столбы какие-то. По этой стороне. Ну вот есть остановочка. Привет всем все-таки. Тоже заброшено. Тоже Собака заброшено? есть. Не, ну выглядит, конечно, страшненько это дело. Видишь, как крыша досками залатана, там каким-то полиэтиленом. Здесь разрушено. Здесь разрушено. Не, блин, конечно, печально все это смотреть. Вкусная еда, зато тут есть 200 метров. Да. Где же? Ну смотри, дальнобойщики стоят здесь. Ну, они, может, правда, спят. Ну вот, я думаю. Домашние пельмени, копченое мясо. Да. Сейчас с Орлина ехали, обсуждали, вот такая здоровая у нас страна, большая, территория огромная, столько полей. Чё-то вот прям вот, как говорится, правительству, что вот вложитесь в нашу страну полностью, прям до края мозгов, так сказать, чтобы все это развить. Мы же всех кормить, и себя можем кормить, и всех, да что всех. Свою рождаемость надо поднимать, надо в медицину вкладывать. Сейчас не проблема вообще. Потом все, блин, добывать нормальную еду, все выращивать. Блин, земли-то дохренища. Что только можно не делать. А вот это что такое, типа землянки, что ли? Конечно, многие сейчас скажут, все так просто, типа там Америка нам это не даст, то есть, да, ну, блин, тоже. А как проверишь, да? Это дело, все рассуждение, конечно. Американцы у нас всегда во все виноваты. А тут новость вчера прочитала, Байден там что-то где-то упал опять. С трапа вертолета высаживался, упал. Бедняга, он уже старенький. Надеюсь, у нас Владимир Владимирович не будет до такого же сидеть момента. Так, ну смотри, водосток с двух сторон, что-то как-то прям там снизу еще. Типа, знаете, как будто тут какая-то задумка была подогнать воду. Какой-то определенный участок деревни, ну фиг знает. Так-то по уму типа сделано. Мурское радио пока слушаем. Кстати, ребят, тут дорога-то хорошая пошла прям по покрытию, но виляет сильно, поэтому осторожнее. Тудым, сюдым, туды-сюдым. И знак был «Осторожно, олени». И это не про нас, это про животных. Поэтому надо осторожнее, да. А то мы уже лосяшку реально одного увидели. Вот так же он выскочит и как вот успеть среагировать. Такие поворотики. Такой интересный интерьер. Счастливого пути. Ярский район. И дорога, смотрите, меняется сразу. И, блин, вот хорошая стоянка, мусор вроде есть, все подписано, но не убирается мусор. Вот у нас такая проблема в стране. Стоит туалет, и то ладно, спасибо, если он стоит. Но он не убирается, да, и он противный там внутри все. В этом плане я Варламова поддерживаю, хоть и он там засирает много. Но, блин, про туалет это правда. Про мусорки тоже многие на трассе, правда. Мы даже в Крыму, вот когда ездили в Крым, получается, там же все свежее, вот эта Таврида. И помнишь, мы с тобой на трассе хотели в туалет зайти? Ты не пошла, по-моему. Или с мамой мы когда ездили. С папой. Наверное, тогда. Короче, никто не пошел. Ну ладно. Ну, потому что там было пахло сильно не очень. Ну, прямо в Тавриде, ну, на трассе. Там же стоянки, типа туалетики сделаны. Вроде все клево, а вот вонючки они. Свадебная музыка. Как вы там пели там? Топа-топа-тапа-тапа-ча, тапа-чо. Ролик был. Тапа-тапа-тача. Я не смогу. Удмуртская песня. Прям в пляс хочется идти танцевать. Ну, тем мы тут развлекаемся. В плане языка ни черта не понимаю, но мне очень интересно. Ну и, в принципе, нравится. Столько дороги виляют, ребята, что даже навигатор в них не попадает, видите, полосой своей. Вот так. Трафика тут вообще нет. То ли просто рано. Кстати, у меня часы что ли перевелись? Опять 4. У моих 4:50 показывается почему-то. Так, где-то камера показывает, может быть. Типа 2 часа разницы стало, что ли. Макаровщина. Такое название интересное. Тут, кстати, поля такие зеленые, ровненькие, красивенькие. То есть, что-то их подстригают, что ли, тут?
А, это засеяно чем-то, да. Так, камера, сейчас посмотрим, есть ли она. А, да, столб стоит. А что ограничение, насколько она? На 90 показывает. А, и населенный пункт начинается, значит, на 60. Демаки, или Демаки. Поправляйте, ребята, я не знаю, как правильно, мы же не местные. Я же мать, мы же не местные. Вот эта фраза похожа, вот эта фраза. Да. Ну, вообще. Всем привет отсюда. Ну, что-то, блин, тоже вид тут пока печальненький. Как будто тут Годзилла какой-то наступил на домик, раздавил, блин, печально. Бульдозерик. Ой, это не Продают. бульдозер. Что это? Продают. Продают. Сойка была какая-то маленькая, старенькая. Блин, печалька, печально на это смотреть, конечно. Ну, вот живой дом. Вот это не жилой дом. А вот это маленькие, что за построечки? Ямы, что ли, какие-то? Это непонятно. Это, знаете, говорят, в сторону Питера, когда едешь, Санкт-Петербурга от Москвы, там куча заброшенных деревень. Хотя вроде, да, вопрос, рядом Санкт-Петербург, рядом Москва, тут крупные такие города, две столицы, можно сказать, наши, бывшая и нынешняя. И почему так-то? Ну, мы там еще не ездили, поэтому не знаю. Так, мы куда-то едем налево. Потому что прямо дорога, кстати, тут показана, но она какая-то слишком уж лесная. Там Низево. Низево, да. Мы поедем на Фаленку. На Фаленке. Ладно. Едем, рассуждаем. Как так получается, что мы же вроде еще в Удмуртии, таблички не было, что мы выехали. И получается, там, где мы были в Полагае, 1 час разница, да? Ну, короче, плюс, что там у них? Плюс 5 получается. Плюс 6. Короче, блин, плюс 1 к нашему, минус 1, вернее, к нашему. А здесь вообще московское время, то есть час разница. То есть жители одной республики живут по 2 разным поясам, что ли? По-любому Медведев это натворил. По-любому, мне кажется. Дебри дебрями, да. Смотрите, какой асфальт положили. И разметка хорошая. И смотри, обочинку сделали. Красиво. Классно. Пересекаем реку Чепца. Чепца. Что ты мне Чепца говоришь? Чепца. Ц. Цапля. Цапля. Цапает. Цапля. Ой, так, смотри, сколько лодок. А мост-то, конечно, хороший. Ну, в смысле, дырявый. Как всегда, с них извиняюсь. Главное, новая дорога. До. Новая дорога после. А мост? А мост. Желает лучшего. Да, вообще. Ждет своей очереди. Очень приятно. Такая мягонькая. Фаленки. Скоро до Черешенки мы доедем. О, смотри, теплички, да? Туда подумала, клубнички, черешни. Ну, мы, считай, до Кирова доедем. А с Кирова мы поедем четко уже тупо на юг. И там, в принципе, уже фрукты должны быстро приближаться. Уже в Воронеже должна быть и клубника, и черешня. Это мне на работе сказали. Я ж рынки потекли, как клубнику. Увидим клубнику, увидим черешню, все купим, все пойдем. Что нам? Витаминами надо запасаться, как медведям, барсукам. На зиму. Так, есть тротуарчик. Поручень даже есть, да? Классно. Пока выглядит все светло. Кстати, он достаточно большой, если мусорка вынесена, он как сделан в баке. Вот это, наверное, здание администрации, да? Зуевский районный суд. Зуевский районный суд, понятно. Фамилия. А? Фамилия. Поворотно. Ой, это что такое за башенка тут появилась? Это дом. Это дом жил, интересно сделал. Крест, главное, да, что-то? Верующий, наверное, жил. Наверное. Так, это мы пересекаем, наверное, железную дорогу под мостом. Бензина пока у нас достаточно больше полбака. Киров 131. Смотри, Киров-то приближается нормально. А Уни налево это было? Что за Уни, интересно, такое название? Слушай, ну вот так-то благоустроенный населенный пункт получается, в плане, вот смотри, тротуар, да, везде подходы. Просто сами домики, конечно, много стареньких, брошенных здесь что-то.
То ли работы мало, то ли что. Ну, скорее всего, все в работе упирается, заработок денег. Хотя дороги построили, с другой стороны, тут нормальные. Ребят, кто местный, пишите, что здесь так. Много заброшек. Неужели работа реально? Нет. Офигеть, боярышника, да? И боярышник. Ой, боярышник, блин. Боярышник. Борщевик, блин, боярышник, ёпперный театр. Ну, и то вредно, короче, убивает, так что нормально. Так, АЗС движение, нифига, 92-й 47 50, 95-й 53 рубля. Ну, вроде цивильно, кстати, выглядит с магазинчиком. Новенький. Да, борщевичок, а. Так дофигища его. 11 километров нам до Кирова, дорога пока, вот как видите, замечательная вообще, мы сейчас ехали там, притом покрытие такое, знаете, оно тихое, интересное, интересный шум колес, приятный слуху, ну и появляться поля начали, притом они тут то желтые, то сиреневенькие, то беленькие, в зависимости от цветочков, которые растут, в общем, пейзаж начинает меняться, радовать глаз. Что мы проезжали сейчас, тополя здоровенные. Тоже клево. Единственное, вот что не нравится, что впереди туча опять какая-то. А так все круто. Надеюсь, все-таки дождика не будет, потому что тут солнышко светит и прям радостно. Так, спуск куда-то. Ох, круто. Быков тут много, потому что тут много рек. Что за река, я не понял, там не подписано было, он дальше подписано. Сейчас посмотрим. А, вот что себе. Коса. Коса, наверное? Ох, ой. Интересно, дорога хорошая, ровная, разметка есть, но ограничение 70 везде. Есть предположение, что из-за оленей, что ли. Видите, как лес тут густой и близко. То есть тут может выбегают животные, что поэтому сделали для безопасности. Ну мы, в общем-то, едем как надо. Смотрите, производство асфальта, видимо. Если я не ошибаюсь. Заправочка движения снова. Это, видимо, местная сеть. Видишь, еще одна зуевка. Но. Там зуевку проехали, еще одна зуевка. Так, нам прямо. Цена такая же пока. Газ. Метан 21,78, пропан 24. Немножко дорожка подпортилась. Но, видимо, делать будут. Смотрите, вот видите, рыжие цветочки такими растут кустиками. О, в сиреневом. Лин говорит, может это лютики. А мне кажется, это, как он, сорняк называется, я говорил про него. Масло из него делали, это... Блин, забыл название. Ну, в общем, подсказывайте в комментариях. Да про цветочки есть, про цветочки. Ух ты, какие тут горочки. Мне очень интересно, что тут помню. Комментарии, ребят, тут сейчас почитали. Всем спасибо огромное за пожелания, хорошей дороги и так далее. Единственное, не поняли в комментарии Михалок, что такое там написали. Может Т9, либо еще что-то. Так, по возможности буду читать. Пока в дороге, конечно, трудно делать. Ну, Ралина мне может почитать. Кстати, если что, будем привлекать Ралину отвечать. Так что не удивляйтесь, если она отвечает от моего лица. Вернее, от себя, но пишет моими словами. Ничего, я сказал-то, блин. Аж сам офигел. Ну ладно. Новая ровная дорога, новая. Короче, здесь к деревням от Кирова, похоже, дороги делают. Это не может не радовать. Теперь внимание! Опрос. А идут ли мне эти очки? Я сам не могу посмотреть, потому что они настолько темные, что я ничего не вижу. Нет, их надо протереть, они бардачки были, я даже не помню, когда они приобретались. Но брови из-под них торчат вон.
Интересно. О, блин, вот когда вот так вот мир расцветает. Ну ладно. О, это что такое? Что за защита от танков? Что-то какие-то деревянные сооружения. Может, на них будут вешиваться эти батареи солнечные. Сомневаюсь, конечно, но интересно, что за конструкция. Сушилка для травы. Сушилка для травы? Ну, кстати, может быть. Либо сушилка для тараканов, не знаю. Вон, смотри, сколько. Вот все поле желтое было. Название не могу вспомнить. Догнали мы строительную технику, нагнали, так сказать. Сейчас посмотрим дальше, какой будет асфальт. Сейчас-то новенький, прям мягонький. А откуда они идут, интересно? Видишь, техника здесь, а продолжается. Или место парковки, да посмотрим. Слушай, ну закончился новый участок, но дорога все равно нормально. А дальше, вон, видите, темная, опять новый асфальт. Ну, круто. Круто, молодцы. Закусочная Натали. Мне Ралин сказал, туда не пустят. Почему? Ладно, шучу. Ну, Натали там готовит. Ух ты, сколько. Там готовят. Ну. Может, папа Наталья? Чё? Ладно. Какое страшное старое сооружение. Тут с зерном связано, да? Там зерно сушат. Несколько слоев делают. Вот мы по одному новому слою едем, видите, и вот встречка уже еще один слой положили. То есть добросовестно, видимо, делают. Асфальтика не жалеют. Решили, что в Киров до центра доедем. Центр, ну, как нас навигатор привезет. И потом из города уже дальше поедем. А то что-то как-то это приехали, не посмотрели, странно. Ну, время потеряем чуть-чуть, ну да ладно. Поля красивые пошли, разными культурами. Нивы меня обгоняют. Ага. Нормально. Мы 90 едем, не торопимся. Кстати, вот тут, по-моему, старая дорога. Но она, в принципе, нормального качества. Чуть-чуть потряхивает, но дырок-то никаких нету. Да, и, кстати, вот едем в субботу, считай, там 6 утра. Трафик вообще минимальный, то есть можно спокойно ехать. Я к тому, что если сравнивать там, с какой-нибудь М5, М4, почему аварийность высокая? Потому что много автомобилей там ездит, да? Здесь их мало ездит, соответственно, конечно, на таких дорогах аварийность меньше. Безопаснее. Да, в чем-то дольше ты, наверное, едешь, но с другой стороны, тише едешь, дальше будешь, как говорится. Населенный пункт Чуваши. Этот, тоже тут и дорожки есть у них, тротуары. Но это мы сейчас не по той дороге едем, мы к мусорке ездили, мусор выкинуть. Опа. До Кирова нам остается 75 километров. Единственная тут проблема такая, тут туалета фиг найдешь, как бы заправок нету. Вот что плохо. А так все хорошо. Да. Видите, вон тротуарчик какой хороший. Диодные фонари, освещение. Борщевик. А пойдем в туалет, в борщевик. Но это уже что-то поздно стало снимать. Загружать пытался видео. Уже конец самый. Ну да ладно, едем в поисках туалета. Новая миссия. ЖД переезд, пожалуйста, не включайся красный только, пожалуйста. Надо успевать. Оп-оп. Ух ты, ничего себе дырочки-то. Что такие переезды? Да, такие переездники интересные. Ой. Так, налево. Полом, Харинка. Прямо. Киров. Проницу заехали. Пожалуйста. А? Просница. Просница? А, что-то я букву пропустил. Ну ладно. Привет всем из Просницы. Ой, там какие-то заводы. Опять Кировский кадетский корпус. Чё тут? Кировский кадетский корпус, значит, мы уже в Кировской области.
Да, мы что-то не заметили, как мы из Удмуртии Вот он. выехали. А, интересно. Но, по крайней мере, никаких знаков не было. Авокадо. Магазинчик. Ограничение 40. Деревушечка, да, как бы. Такой вытянутый населенный пункт. Церковь будет сейчас. Главное, не подписано, что это за церковь, как называется. О, так тут смотри, многоквартирные домики есть. Интересно. Действительно не маленькие. Магазинчики всякие. Супермаркеты, аптеки. Детская площадка. Ну, заправочка, я посмотрю, с туалетом она нет вообще. А тут кирпич. А, вон заезд. Без туалета. Я уже здесь не Ёперный театр. Ну ладно, идем дальше. Что, посмотришь дальше, что там есть? Носки уже сюда делать? Ну ладно. Они тут его выращивают борщевик. Короче, пока терпимо, мы едем. Да. До следующей заправки. Тут что-то одни движения заправка. Может, кто из местных смотрит, подскажите, как бензин на ней. Я-то хочу дотерпеть до Газпромнефти. В плане бензина, конечно. Не в плане себя. Но она где-то... Я даже не знаю где. Это прилично. Еще, наверное, надо будет проехать. Потом в Кирове посмотрим по карте. Населенные пункты пошли, да, с такими домиками, да, красивыми. Чем ближе к Кирову. Ну и распогодилось еще, это тоже классно. Всем привет из Кирово-Чепецка. А, так мы его и видели, да? Получается, с горы ехали. Точно. Заправка по пути, да? Ну, по правилам едем. Перевышать. Глубошенький, город-то не маленький, смотрите. Ого! Сколько различных многоэтажечек даже есть. Так, ну все правильно, налево тоже. Да. Заправка. Ух ты, ух ты, ух ты. Да, сначала-то так все начиналось, как-то я думал, маленький деревушечка, а нет, получился город. Так, здесь налево. Да, многоквартирные домики. Там дальше церковь какая-то красивая. Может, нам повезет, и заправка будет с магазином. Смотри, какая церковь. Пять куполов аж. Тоже по той? Ну ладно. Так, это что у нас? Александр Невская церковь.
Хлеб Ушкуйник. Уже вторая машина. Ушкуйник, интересно. Видимо, местный какой-то хлебозавод есть. Дорога широкая. Всем привет отсюда. Так, мне дальше... ну тебе также говорит развернуться там. Подожди, там перед разворотом. Вот она заправка. Вот на заправке. Так, тоже что-то маленькое, по-моему, или нет? Не знаю. Что там заезжать? Ну, давай посмотрим. Ну, я думаю, может, в торговый центр вообще вести. Или рано еще. Мне кажется, тут ничего нету. Вот заезд дальше. Мне кажется, тоже ничего. Ну, давай рискнем здоровьем, как говорится. Цены на бензин. Ух ты. Нету, блин. Как так-то вообще? Большой город. Подлости, когда в туалет хочешь, такие заправки попадаются. Эх, ну ладно. Сейчас дома найдется день-то. Когда-нибудь. Через лет так цать. Но. Так, кто там главный, не знаю. Нам куда? Туда, правда. Сюда. В том здании-то сколько у них живут? Домики-то такие, я бы сказал, не новенькие. То есть не свежие райончики. Либо у них тут своя застройка. В плане моды. Но действительно не маленький городок. Еще раз повтори-ка. Давай. Население 66 651 человек на 2021 год. Дата основания 1935 года. Молодой город. Это Кирово-Чепецк. Что это интересного есть еще? Сейчас посмотрим. Давай. Население убывает. Население не бывает? Киров уезжает. Мне кажется, в Кирове тоже ничего. Ну давай там, не знаю, экономика. В структуре экономики города представлены следующие отрасли. Промышленность 71%, торговля и общественное питание 18%, строительство 5%, жилищно-коммунальное хозяйство 4%, транспорт и связь 1%, прочее 1%. Да. Что? Предприятий таковых-то нету, не описано. Не описано. Главное, сказано, что заводов много, 70 с лишним процентов. Ладно, то есть ничего нету. Ну, в смысле, в Википедии информация. Ну вот по объему только промышленного производства доля отрасли составляет химическое производство 66,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9,9%, производство мебели 8,8%, производство понятно. пищевых продуктов, и так далее. Достопримечательности, либо еще что-то есть такое. Давай. Так-то зеленый городок такой, уютненький. Без заправочек с туалетами. Не, Так, может, что надо было? ну, достопримечательности, что-нибудь есть. Вот смотри, памятник какой-то или стелла. Смотри, Прикольно, красиво. подсвечивается. Кирово-Чепецк. Мы, судя по всему, выезжаем из него. Да, ну ладно, ребят, что отсюда всем пока-пока. Что, не успела найти? Ну все, ладно, что. Ну и ладно. Ну какая? Ну давай прочитаем. Одной из составляющих экономики города являются несколько учреждений пенитенциарной системы. Их появление было обусловлено массовым использованием труда заключенных на строительстве города.
города в советский период вплоть до 1980-х годов. В настоящий момент их лимит наполнения составляет несколько тысяч человек. Исправительная колония номер 5 общего режима. Лимит наполнения 1540 человек. Исправительная колония номер 11 строгого режима. Лимит наполнения 1510 человек. Лечебно-исправительное учреждение номер 12 колония для осужденных больных активной формой туберкулеза. Лимит наполнения 1020 человек. И колония поселения номер 21. Все? Да, это колония. Ну, интересно, что-то они производят же, получается. Очень интересно. Ну ладно. Так, нам красный. Уралхим. Какая-то химическая. Там-то труп-то дофига, смотри, там что. Там Чё? заводы. А что я не нашла? Ну, посмотрите, ребята. Еще и краны что-то строятся. Слушай, здесь много читать. Вообще там, смотри, заводская часть-то какая Но громадная. Что там много читать, ты про что? про науку и образование. Ну, наука. Что там наука? В городе отсутствуют научные учреждения. А, ну все, да, типа на этом закончилось. При этом многие производства, создаваемые на КЧХК, были новыми не только для завода, но и для страны в целом, поэтому требовали аналитического и исследовательского сопровождения. Справа он Киров виднеется вдалеке. Впереди лежачий полицейский. Короче, здесь читать всю поездку. Ну, понятно. Нам долго ехать. Ключи. Всем привет отсюда. Да ладно, он трактора на перегонке. Что-то делает. 20. Опа. Мы еще в этом? Да, еще не приехали. Капец. Да. Есть завод минеральных удобрений, да? Да. Что еще? Так, ООО «Гала Полимер» Кирово-Чепецк. Ну, это что-то с полимером Это связано. является крупнейшим производителем фторопласта. Ох В ты. России более 70%. И единственным производителем специальных марок вторкаучуков, фторопластовых суспензий, Ага. фторированных жидкостей и смазок. Как отлично. ООО «Кирово-Чепецкий завод Агрохимикат». Производственное подразделение Кирово-Чепецкой химической компании. Мгм. Крупный производитель химических средств защиты растений, пестицидов, протравителей семян, фунгицидов, гербицидов, инсектицидов. Вот видишь, сколько новых снов хороших? Перекол. Привет. Всем. ООО «Орбита СП», производитель широкого ассортимента зубной пасты, торговые марки «Жемчужная» О. и «Стоматол». Жемчужина это я видел. Да. Пеномоющих средств и кремов, в том числе частных марок косметической и гигиенической продукции Приват Лейбл какой-то такой. Такой не видел. Машиностроение. ПАО «Электромашиностроительный завод Велконт». От Вятский электрический контакт. Крупный производитель коммутационной аппаратуры для авиации, продукция которой применяется на большинстве летательных аппаратов, разработанных авиационными конструкторами Бюро Антонова, Бериева, Ильюшина, Камова, Миля, Каяна, Сухова, Туполева и Яковлева. Ничего себе. ООО «Союз Химмаш». Инжиниринговое предприятие по разработке, производству и монтажу колонного и емкостного оборудования для химической и нефтехимической промышленности. ООО «Первый фторопластовый завод», крупнейшая в России и СНГ компания, производящая изделия из фторопластов с номенклатурой выпускаемой продукции, содержащей более 1000 различных типов. Что себе там промышленность? Там очень много. ООО ПКБ МИТа, Межрегиональное инженерно-техническое объединение,
Предприятие по разработке и производству заготовок точных изделий и оборудования с проточной частью из фторопласта 4 и композиции. Ну ладно, все, раз там много. На его Единственное, основе. спасибо, Ралиночка. Единственное, непонятно, где новые районы, либо мы мимо них проехали, либо что, столько промышленности всякой. То есть, по идее, город должен цвести и развиваться, а мы старые домик увидели. Ну не, ну может мы-то проехали, как навигатор вел, еще расстроенные от того, что туалета не нашли. Подскажите местные, может, где-то у вас новые райончики есть, интересно. Починок. Починок. В общем, нам 20 километров, 26 километров до Кирова осталось. Туалета так и не нашли. Ой, ты. Ой. Тут новая дорога ведет. Тут уже и движение стало такое насыщенное ближе к Кирову-то. Хоть и суббота, выходной день, 3 июня 23 года, но все равно. С заправками тут беда, да. С поправками, которые с магазинами, туалетами. Ух ты, Кобели. Всем привет отсюда. А, нифига. Тут названия такие интересные. Бякина видели. Типа Бяки. Чебурек богатырь, он горячий. О, в маленькой такой шаромочной. Интересно. Дайте нам заправку. А, и все, что ли, проехали? Так быстро. Кабелей не нашли. Но, блин, в Киров-то мы въедем, но время-то мало, торговые центры не работают, скорее всего. О, смотри, это водоем. Там сейчас будет большой, возле, видимо, Кирова. Или нет? Крыша была здания, что ли? Видимо, да. Ну да ладно. Да, мне показалось. Кирова 2 километра до типа центра. Навигатор же вроде как центр всегда видел. 19 километров, то есть 17 километров. Офигеть, город. Большой, видимо. Посмотришь, что там с населением? Заезжаем в Киров. Всем привет оттуда. Короче, сколько ты сказал населения? 471 754 человека. Ага. И прибавляется, да? Прибавляется, да? А, ну пока мы в какой-то другой брошено заезжаем. Брошено.